Слава андерграунду, с вами Таз. В этом видео я бы хотел рассказать о некоторых малоизвестных персонажах и малоизвестных фактах уже знакомых нам персонажей игры Night in the Woods. Но для начала 3 небольших пояснения. Первое. Данное видео будет содержать спойлеры к игре, поэтому если вы не прошли ее минимум 1 раз, а рекомендуется вовсе 2, то лучше бы это сделать, ибо большая часть фактов взята из внутриигровых диалогов, и намного круче вам самим будет найти там же эту информацию. Второе. Я не могу знать точно, как вы прошли Night in the Woods, а потому приписка «малоизвестные» не означает, что вы 100% не встречали этого персонажа. Я старался собрать список тех, кого легко пропустить в игре или просто забить на сюжетную значимость данного челика. Ну и плюсом немного простых фактов и вырезанного контента тоже подвез. Третье. Почти вся информация взята с оригинальной фандом Вики, ссылка на которую есть в описании. Я в этот раз не придумал ничего нового, а просто решил вас ознакомить с уже известной информацией. Надеюсь, все понятно, и для тех, кто остался, можем начинать. Доктор Хэнк. Не этот Хэнк. В самой игре Доктор Хэнк не появляется, однако он является катализатором некоторых сюжетных событий. Живет он в Possum Springs и является псевдомастером на все руки. В городе нет ни одного врача, кроме него, а потому Хэнку приходится быть доктором, терапевтом, дантистом и даже физиологом. После инцидента Мэй проходила лечение у доктора Хэнка, и тот ей порекомендовал использовать дневник для записи всех своих мыслей. Тот самый дневник, в который мы делаем зарисовки на протяжении всей игры. Такой же должен быть и у Селмерс, но тот ей не особо помогает, как в целом и Мэй. Многие жители города считают, что доктор Хэнк плохо справляется со своей работами. Как раз потому, что взял на себя много, но иначе было никак. Слова доктора Хэнка также присутствуют в настройке игры, будто в этом есть смысл, мол, игра — это наш личный дневник, с которым мы сможем преодолеть свои психологические проблемы. Кейси Хартли. Я не мог оставить это видео без своего любимого персонажа. Да, о нем вы услышите в стандартной сюжетной ветке, но если копать глубже, можно просто узнать несколько побольше о данном персонаже. Из разговора с Энджел, это панк, которого можно встретить возле заброшенного фуддонки, мы можем узнать, что Кейси имел рыжую шерсть, а ростом был чуть выше Мэй. От Лори М можно узнать, что Кейси любил прогуливаться по рельсам и курить там. А при определенной комбинации инструментов для починки печи в доме миссис Миранды, Мэй вспомнит одну историю, связанную с Кейси и моторной лодкой его отца. Культисты в свою очередь утверждают, что Кейси якшался со своим двоюродным братом, и они готовили запрещенные вещества в трейлере, после чего в случае инцидента двоюродный брат погиб. Уже вторая аллюзия на Breaking Bad. Дедушка Мэй. За всю игру никто не называл его конкретного имени, но при этом мы знаем, как он выглядел. Если каждый день посещать церковь на холме, где работает Кэнди Боровски, в один момент можно поспать на диванчике и встретить призрака нашего дедушки. Действительно ли существуют призраки в мире Нитв, или Мэй причудилась, загадка. Еще живого дедушку можно увидеть в DLC Lost Constellations, вышедшей еще до релиза основной игры. Здесь дедушка рассказывает Мэй очередную историю на ночь. Коллекцию этих самых историй он ей оставил после своей смерти, ее можно найти в книжном шкафу на 2-м этаже. В кладовке дома после определенных махинаций можно также найти дедушкин сейф, внутри которого будет лежать зуб. Этот зуб принадлежит одному из боссов местных шахтеров. В давние времена разгневанные шахтеры Possum Springs образовали бунт, в ходе которого создали что-то типа общества, в котором последний выбитый зуб босса передавали из поколения в поколение. Так что наш дедушка работал шахтером, ну или получил этот зуб по наследству, и, видимо, собирался передать зуб своему сыну Стэну. Благо мы можем это сделать, и, кажется, это вдохновит нашего отца бороться за права рабочих и создать профсоюз, так как у него все не очень хорошо складывалось с работой. О бунтарских годах нашего дедушки может рассказать мисс Роза, которая частенько ест возле чебуречной в подземке города. У них с дедушкой Мэй были очень близкие отношения, но по понятным причинам мисс Роза не является нашей бабушкой. Ее история также подтверждает теорию о том, что дедушка Мэй участвовал в шахтерских событиях или был тем, кому был передан зуб. В любом случае, он тоже любил подгадить боссам из-за маленькой зарплаты. И еще как интересный факт, у Мэй, ее дедушки и Эйди есть вырезы в ухе. Возможно, намек на родственные связи или просто забавный факт. Сестра Лори Майерс. В демо-версии игры подразумевалось, что эта мышка из подземки является сестрой Лори, и если это было в демо-версии из E3 2014 года, то думаю, это все еще так. Просто Мэй иногда ссылается на действия из этой демки, поэтому я могу предположить, что она канонична и происходила во времена до поступления Мэй в колледж.
В общем, если этот подросток сестра Лори, это бы объяснило, почему именно она добралась до фрески с шахтерами. Семья Герма. Всю семью этого птенца можно встретить в последний день тусовки с ним, если вы зависали с Гермом до этого. Изначально эта локация была вырезана из игры, но ее вернули в обновлении Word Autumn. Как же мне сложно с английским, господи. О членах семьи мало что можно интересного рассказать, хотя, например, отца Герма можно встретить еще в самый первый день игры. Он чинит дорогу вместе с другим работником. Но самым интересным персонажем в семейке является бабушка Герма, потому как она предсказывает будущее. Намеками она сообщает Мэй, что та встретится с культом неподалеку отсюда, и как мы помним, выходом из шахты оказался колодец рядом с домом Герма. В вырезанных диалогах бабушка и вовсе говорит, что так же ходит во сне, как и Мэй, многое знает о черном козле и даже упоминает те самые фигуры, которые Мэй видела во время инцидента на софтболе. Возможно, раньше концепция сюжета была немного другой, и там делался еще больше упор на мистику, но теперь мы не можем сказать, являются ли эти вырезанные диалоги каноничными. Мисс Квелси. Ее можно встретить в библиотеке, где она слушает стихотворения Селморса и рыбака Джона. На первый взгляд, обычная тетенька, являющаяся главой поэтического кружка. Только Мэй также упоминает, что мисс Квелси была ее учительницей по рисованию в старших классах. Би также докинет, что она неплохо справлялась и умела заставить учебную программу работать, несмотря на плохое финансирование. В общем, действительно стремилась чему-то научить. В демо-версии с E3 2014 года мы могли встретить мисс Квелси в туннеле под городом. Как раз эта платформа в игре изначально для нее и предназначалась. Там был странный диалог. Однажды мисс Квелси заметила, что ее ученики смотрят взрослый контент в качестве визуальных референсов для рисования. Но вместо запрета Квелси решила использовать это. Помимо получения навыков рисования, ученики теперь получали и сексуальное образование, хотя учителям было запрещено это преподавать. Короче, забавные анатомические факты по пути рассказывала, как я понял. Джен. Небольшой персонаж, но думаю, упомянуть ее можно. Джен можно встретить в один единственный день в локации возле церкви, правее логова Брюса. Она является сестрой Грега, сама живет в Брайт-Харбор и ждет, когда туда переедет ее брат. Она тоже использует арбалет, как и Грег. Сейди и Салим. Взаимодействие с этими двумя фактически дополнительный квест 3 главы. Если много прыгать по крышам, можно найти эту дверь и встретить там Сейди, играющую на трубе. В другой же части города можно найти скрипача Салима, и если постоянно разговаривать с этими двумя, то можно свести их в музыкальный дуэт. За это Салим нам поведает немного истории группы Deep Hollow Holders, тех самых музыкантов, что мы видим в наших снах. Ну и еще за это дадут достижения. Кристина. Сам этот персонаж не появляется в игре, однако на нее есть ссылки в диалогах с Грегом. Она является менеджером Снэк Фэлкон и абсолютно не может контролировать Грега. Тот часто может слинять с работы или начать бить лампочки за магазином, но в городе, видимо, некому работать даже в таких продуктовых магазах, поэтому и уволить Грега Кристина тоже не может. Я не помню точно, в каком диалоге она упоминается в основной игре, и если вспомню, то вставлю видеоряд. Но вот в демке с E3 2014 года она точно проскальзывала между строк. Думаю, это очередное доказательство, что события этой демо-версии каноничны. Рик. Рик — это полностью вырезанный персонаж. Выглядел он так. Его спрайт остался в файлах игры. Там же можно обнаружить несколько диалогов с ним. Встретить его можно было в локации Underhill, где тот чинил свою машину. Мэй упомянула бы, что чинить так свою тачку опасно, но он бы ответил, что не боится смерти. В целом он ведет себя немного грубо по отношению к Мэй и часто указывает, что пока она несовершеннолетняя, то не может являться полноценным человеком. Он также играет в группе под названием The Creeping Deadlies в баре Smelters, что приносит ему и его товарищам по группе бесплатное пиво. До конца неизвестно, является ли этот Рик тем самым членом культа. Донна. Казалось бы, обычная сотрудница Телесофт. Ее можно встретить в городе возле места работы почти каждый день, и она вечно будет этим местом недовольна. Но в конечном итоге она таки сменит работу и устроится в Ham Partner. Да. Только теперь у нее с ее бывшими коллегами не совпадают рабочие графики, и они никак не могут найти свободного времени, чтобы потусоваться вместе. Грустная история. К сожалению, поговорить с ней мы не можем, лишь подслушивать обсуждения с коллегами. Однако в игре присутствует несколько файлов диалога, которые либо были вырезаны, либо созданы для одной из демо-версий. Из них мы узнаем, что когда Мэй было 9 лет, Донна подрабатывала сиделкой у Боровских, и во время этого Мэй случайно убила ее птицу...
Мейс. Ну, либо орешками закормила, либо мазиком, может еще деревянным молоточком для отбивания мяса ударила, ну или булавой на крайняк. Жестоко кис у нас, в общем, битый это еще цензурный вариант походу. В файлах игры Донна подписана как владелица гнома, судя по всему того самого гнома из демоверсии, которого выкрал Грег. Но в той же демке владельцем садового гнома являлся мистер Пендерсон. Загадка, в общем. Ржапокус. Донна также упоминается другим персонажем в игре, Дмитрием Гаврилюком, но о нем попозже. Персонажи с Кикстартера и их имена. В стародавние времена, когда Night in the Woods еще не существовало, были денежные сборы на ее разработку. И за разную сумму донатов люди могли получить разные плюшки. У меня, кстати, есть Boosty, и там вы тоже можете спонсировать создание роликов, участвовать в вопросах, видеть свой ник в будущих видео, глядеть вырезанные моменты и блуперсы озвучки, эксклюзивчики всякие и все такое. Вот чисто благодаря бустерам этот ролик и вышел, так что огромное им спасибо, можете стать таким же классным по ссылке в описании. Короче, среди этих наград Кикстартера парочка была связана с добавлением вашего персонажа в игру. Где-то просто добавляли ники и разные имена на граффити в городе и вырезали их на деревьях. Так что да, все эти ники, что мы видим в игре, это ники донатеров. Где-то персонажа основывали на вашем нике, где-то ему даже добавляли диалоги и прочее. А в одном единственном экземпляре за $2000 главные герои могли бы исполнить песню о вас. Думаю, вы догадываетесь, кто именно задонатил такую большую сумму. Благодаря рандомному человеку с этой планеты мы имеем потрясную песню Pumpkin Head Guy и его загадочную персону, которую можно встретить единожды за игру. Пожалуй, я просто перечислю персонажей, которые были основаны на донатерах, потому как важной роли они не играют, лишь неплохо разбавляют повседневную рутину игры. Лучше поискать их вам самим. Си-Джей, Шейн Вакс Вегнер, Лиз Чендлер, Кевин Кларк, Райан Бранч, Гаррет Рэндалл. Эти ребята имеют диалоги в игре. Также их имеет еще несколько персонажей, которых я упомяну отдельно. Илья Собин. Да, именно так зовут этого русскоговорящего парня. Было бы интересно найти его на просторах интернета и узнать, вдруг он все же получил остальные плюшки за Кикстартер и можно на них посмотреть. Дмитрий Гаврилюк. Это единственный персонаж Кикстартера, связанный с второстепенным персонажем. Он является двоюродным братом той самой Донны, и тут всплывает та история про птицу. Мишель Чайковский. Можно встретить во время тусичи с Беатрисой Джеки. Персонаж основан на спонсоре, собственно, Мишель Чайковский, создательница веб-комикса Avas Demon. От остальных персонажей с Кикстартера известны лишь имена, потому как уникальных диалогов с ними нет. Что ж, думаю, это были все малоизвестные персонажи Night in the Woods. Можно было бы рассказать еще нескольких, но большую часть из них можно найти, если просто пробегать весь город от начала до конца каждый игровой день. Так что я постарался рассказать о самом интересном. Оценивайте видео, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. И еще в описании загляните, там очень крутые ссылки. Спасибо за просмотр и поддержку. Пока.